Обнимашки с диктаторами. Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional. Not to run again, but then canceled upcoming elections. Lamont Bonnero has the latest. They wanted an election without Bouteflika. Now they have Bouteflika without an election. Celebrations over the president's decision not to seek a fifth term have quickly given way to skepticism and anger among Algerians. Hundreds of thousands have once again taken to the streets, protesting for the fourth Friday in a row. Как вы считаете, можно ли запретить любовь? Можно ли в России запретить любовь? בממשלה שאקים נחזיר את ההרתעה בכל אמצעי שעומד לרשותנו. תמיד היה חלום ציוני וישראלי. השלום איננו עוד אינטרס ישראלי בלבד, אלא אינטרס משותף למדינות רבות סביבנו. Привет, друзья, это Владимир Милов, и спасибо, что подписались на мой канал и смотрите мою программу о международной политике «Обнимашки с диктаторами». Если еще не подписались, обязательно сделайте это, потому что мы здесь будем разговаривать о внешней политике серьезно, а не так, как это делают по телевизору, где нет ничего кроме пропаганды, и не так, как это делают всякие конспирологи в интернете. И сегодня мы решили для вас сделать такую не очень длинную передачку и подвести и суммировать политические итоги 2019 года, который вот уже скоро закончится. Там очень много всего происходило. По сути дела, мир так слегка бурлил. Вы многие из этих кадров сейчас видели в нашей заставке. И на самом деле очень многие из международных событий дают серьезный повод для оптимизма и для надежды. Мы в последние годы очень много слышали о том, как демократия отступает. Вот вы сейчас на картинке видите скриншот из свежего доклада Freedom House, который пишет, что сжатие политических и гражданских свобод в мире идет уже 13-й год подряд, и свободы, очевидно, отступают под натиском диктаторов и авторитаризма. Но
В уходящем году мы увидели, что мир серьезно сопротивляется всему этому делу, что в очень многих странах люди выходили на акции протеста и шли на выборы для того, чтобы сказать «нет» диктаторам и обнимашкам с ними. И это, по сути дела, происходило по всему миру. В развитых странах люди показывали, что они не готовы поддаваться вот этой новой волне популизма, национального шовинизма, эгоизма и сползания вот в эти свои отдельные закрытые квартирки в духе 30-х годов прошлого века, как предлагают политики-популисты. Мы видели просто беспрецедентные демонстрации в Европе и голосование на евровыборах, где люди прокатили популистов и голосовали за ответственных политиков будущего. Так что вот 2019 уходящий год дал нам много оснований для надежды, для оптимизма. И давайте мы сейчас чуть подробнее обо всех этих сюжетах поговорим по отдельности. Конечно же, начнем с Гонконга, за которым мы пристально следили весь этот год. Гонконг взбунтовался против китайской диктатуры. Эта борьба еще в самом начале, далеко не окончена, и мы вот сейчас с вами подведем только некоторые промежуточные итоги. Вообще, конечно, вот Гонконг – это совершенно потрясающая история, потому что вот люди, которые там живут, они прекрасно понимают, с кем они имеют дело, с какой огромной махиной. Все население Гонконга – это где-то 7,5 миллионов человек против 1,5-миллиардного Китая, второй крупнейшей экономики мира, одной из крупнейших армий. Все, конечно, помните, мы делали передачу про Китай, показывали вам кадры и скриншоты про раздавленные протесты на площади Тяньаньмэнь 30 лет назад. Все знают, что может и на что способна китайская коммунистическая партия. И вот несмотря на это, несмотря на все эти риски, и несмотря на реальные жертвы и тяжелые последствия, жители Гонконга в огромном количестве весь год выходили на площади для того, чтобы, по сути дела, потребовать независимости от вот этой тоталитарной китайской системы, которая вот сантиметр за сантиметром методично отъедает у них свободу, отъедает их права. И надо сказать, что первый раунд, в общем, закончился в пользу гонконгцев. Какие бы маленькие они ни были, в политическом смысле вот таким промежуточным финалом этих протестов стали ноябрьские местные выборы в Гонконге, которые закончились фантастическим и беспрецедентным поражением для тех сил, которые, в общем, выступают за более тесный альянс с Китаем и за то, чтобы под Пекин лечь. Прокитайские силы просто проиграли с треском все, что можно. Там выбирали 18 местных советов депутатов, и в 17 из них победили продемократические силы, которые выступают против китайской диктатуры. Они очень серьезно увеличили свое представительство в так называемой коллегии выборщиков, которая каждому русскому человеку очень близкое и понятное слово «сити-менеджер». Да? Вот эта коллегия выборщиков, там не напрямую избирается глава Гонконга, а она его назначает. Но члены этой коллегии выборщиков, они все-таки избираются на выборах, и вот сейчас очень серьезно продвинулись сторонники демократии. Вот есть шанс ожидать, что следующий глава Гонконга, который заменит вот эту пресловутую Керри Лэм, которая вот из последних сил защищала интересы Китая в Гонконге в уходящем году, скорее всего, она скоро уйдет. Будет вопрос о перевыборах, кто ее заменит, и очень большие шансы, что новым главой Гонконга будет сторонник демократии. Я просто два слова скажу о том, вообще, что ждать дальше, потому что многие, конечно, ждали танков, китайскую армию, что они войдут туда, все раздавят, но я вот рассказывал вам в одной из недавних передач, где мы обсуждали эту тему, что Китай немножко не так на это подходит. Для Китая все-таки очень важно поддерживать какой-то позитивный имидж в мире. Они довольно болезненно переживают критику в связи с раздавленными и расстрелянными протестами на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Они сами не хотят повторения этого, сами китайские правители. Они хотят поддерживать такой благообразный имидж диктатуры, что это модно, что это секси, что это без крови, кишок там, и всего такое. Да? И, конечно, это будет мощнейший удар по имиджу Китая, если они просто вот придут и танками раздавят Гонконг. Сейчас, я думаю, что им гораздо сложнее будет это делать, потому что в результате вот этой оглушительной победы на местных выборах сторонники демократии и, по сути, независимости Гонконга получили очень серьезное политическое преимущество. Они теперь могут разговаривать
ну, по сути, в хорошем смысле слова, с позиции силы, диктовать свою волю, потому что за ними стоят избиратели. И я не думаю, что Китай будет принимать какие-то кавалерийские меры там. Скорее всего, они попробуют пойти на диалог, успокоить все это дело. И надеюсь, что Гонконг в этом смысле ждут скорее хорошие новости в наступающем году. Хотя, конечно, это только промежуточная победа, ситуация далеко не окончена. И, повторю, в лице Китая мы имеем дело с самой мощной, жесткой и жестокой диктатурой современного мира, лидером клуба диктаторов, который просто так не остановится в стремлении поглотить и подмять под себя все, что плохо лежит, и все, что еще не подмялось. Но повторю, что промежуточные итоги хорошие, и демократия в Гонконге не победила, но получила новую надежду на лучшее будущее. Вторая очень важная история – это арабский мир, потому что вот многие из нас считали, что после арабской весны 2011 года, да, там свергли многих застарелых диктаторов, но во многих местах на их место пришли новые диктатуры, где-то пришла война, междоусобицы, тяжелые конфликты, и, в общем, принято говорить об арабской весне как о чем-то таком не очень успешном. Но смотрите, здесь не все так просто. Потому что в уходящем году мы увидели масштабнейшие протесты в Алжире и в Судане, которые свергли многолетних диктаторов Бутефлику в Алжире и Омара Башира в Судане, которые сидели там десятки лет у власти и были одними из самых жестоких диктаторов в плане репрессий, подавления политических оппонентов и этнических меньшинств. И вот что мы увидели, что несмотря на все эти сложности, которые мы увидели во время арабской весны, что вот сбросить диктатора это еще не означает построить какой-то счастливый новый мир. Но тем не менее мы видим, что народы арабского мира, они все точно так же стремятся к свободе, готовы идти на очень серьезные риски, в буквальном смысле слова, потому что в Судане военные конкретно угрожали их просто всех расстрелять и раздавить. Тем не менее, они не уходили с площадей, пока не свергли своего диктатора. Это говорит о том, вот, о чем мы с вами много обсуждали в одной из недавних передач про Ближний Восток. Арабский мир стремится к свободе. Единственное, что его сдерживает, это вот этот очень жесткий аппарат подавления, который выстроили все эти арабские диктатуры. Но и даже их они не боятся, готовы бороться дальше. Я думаю, что, в общем, это только начало истории. Мы увидим новое свержение диктатур в арабском мире и на Ближнем Востоке в ближайшее время. И, кроме этого, была очень важная история про демократические выборы в Тунисе. Я вот рассказывал вам, что Тунис – это одна из немногих реальных демократий, которая по итогам всех этих революций на Ближнем Востоке сформировалась. По рейтингу Freedom House она классифицируется как полностью свободная страна, со свободной прессой, с реальными честными выборами. И вот там такие выборы прошли в этом году. И надо сказать, вот именно с точки зрения сменяемости власти, процедуры голосования и свободы проведения выборов, они выглядели очень достойно. Конечно же, у Туниса сейчас много сложностей, и экономика в плохом состоянии, и парламент раздроблен, и партии, которые туда прошли, никак не могут договориться о коалиции между собой. Избиратели всем этим недовольны. Думаю, что нам стоит ждать определенных волнений в Тунисе в наступающем году. Но вот то, что одна из арабских стран может показывать, что там могут нормально функционировать современные демократические институты, это очень хороший пример. Это противовес вот этой сказки, которую мы часто слышим, что исламский мир, арабский мир вообще к демократии не склонны, это что-то не для них. Они там вечно должны стоять в стойле и ходить строем. Нет, они так не хотят. И они могут по-другому. Вот они нам показали, как это было. И, конечно, это очень интересно и драматично. Думаю, что в новом году мы услышим по этому поводу много важных новостей. Восточная Европа проснулась вот спустя 30 лет после всех этих знаменитых бархатных революций и падения Берлинской стены, что снесло тогда тоталитарную коммунистическую систему. Мы увидели в этом году очень-очень масштабные демонстрации и протесты в Восточной Европе против вот этой новой генерации политиков-популистов, которые хотят разодрать по националистическим квартиркам современный демократический мир, единую Европу.
И, в общем, надо сказать, что этим популистам нанесли ряд очень серьезных поражений, и они видели беспрецедентные протесты. Например, Чехия. 200-тысячные, как минимум 200-тысячные демонстрации в Праге против популиста-премьера Андрея Бабиша. Ну, такое чешская версия Дональда Трампа лайт. И его обвиняют сейчас в коррупции, в разворовывании фондов Евросоюза, которые направлялись в Чехию. Это вызвало самые крупные протесты в Праге со времен Пражской весны 1989 года и бархатной революции. Другая история в Венгрии. Венгрия вообще, надо сказать, в последние десятилетия оформилась как такая очень-очень классическая, жесткая однопартийная диктатура Виктора Орбана и его партии Фидес. Это самая критикуемая, наверное, сегодня страна в Евросоюзе за нарушение гражданских прав и свобод и за отход от единых европейских принципов, уважения к правам человека и демократических институтов. И вот Орбан долгое время так себя вел, что типа, ну, ребят, вот знаете что, будете есть то, что дают. Вот Венгрия такая, какая она есть, она, значит, выстроилась вся в едином порыве за своего авторитарного вождя, и вам придется с этим иметь дело. Вот такую картинку Виктор Орбан хотел нарисовать и для Европы, и для остального мира. Но на самом деле в этом году ему нанесли очень болезненное поражение на местных выборах. И прежде всего на выборах мэра Будапешта в октябре. Партия Орбана уже давно, десятилетия контролирует Будапешт. И вообще, вот если вы почитаете политическую науку и серьезный политический анализ о том, как живут авторитарные страны, то вы, конечно, поймете, что это ключевой вопрос контроля над столицей. Когда вы утрачиваете контроль над столицей, там избирают оппозиционного мэра, то это, скорее всего, приведет к тому, что появится пространство, гораздо большее пространство для борьбы за свободу, для демонстраций, для появления такого очага политики совершенно иного типа. И, в общем, за потерей столицы очень часто следует потеря диктаторами, авторитарными правителями контроля в целом по стране. Мы это можем вспомнить, там, я не знаю, от Киева до Белграда, где демократический мэр Зоран Джинджич был у власти с конца 90-х годов, и это помогло огромным демонстрациям против режима Милошевича, которую в итоге там снесли. Ну и, собственно, вот на выборах мэра Будапешта в октябре уходящего года Виктор Орбан получил такую мощнейшую пощечину, и впервые за долгое время такое серьезное поражение на выборах он потерпел, и победителем этих выборов стал представитель оппозиции Гергей Карачонь. Обратите на него внимание, один из очень перспективных молодых восточноевропейских политиков, он моложе меня на самом деле. И вот очень важное событие произошло буквально несколько дней назад. 4 мэров столиц крупных восточноевропейских стран, Прага, Братислава, Варшава и Будапешт, вот как раз после избрания Карачоня он присоединился к этой четверке, они подписали пакт свободных городов, где, в общем-то, авторитарным и популистским лидерам своих стран, и Орбану, и Качинскому, и Бабишу дали понять, что, знаете что, ребят, вот столицы своих стран вы не контролируете. Здесь живет и здравствует свобода, демократия, европейские ценности. Мы это в обиду не дадим. Вот вы скрин этого пакта видите сейчас на своих экранах. И один из его подписантов – это очень перспективный польский политик, который 1,5 года назад был избран мэром Варшавы в первом туре, победил правящую партию Качинского, представитель оппозиционной гражданской платформы, которая занимает нормальную современную проевропейскую позицию. Это Рафаль Джаковский, очень молодой перспективный политик, которого сейчас обсуждают, например, одним из возможных кандидатов на выборы в президенты Польши. Я его видел аж 2 раза в Варшаве в прошлом году. Он, конечно, производит очень сильное впечатление. Такой мощный, харизматичный мужик. И это говорит нам о том, что Польша тоже не застряла вот во всей этой деревенщине консервативной, которую насаждают Качинские. У нее есть очень серьезные перспективные политики, которые стоят на платформе единых европейских ценностей и готовы их защищать вместе с коллегами, мэрами крупных городов других восточноевропейских стран. Ну, что могу сказать? Восточная Европа в очередной раз, в общем, преподносит нам урок борьбы за свою свободу.
Ну, кстати говоря, не могу не вспомнить, как это было 30 лет назад. Мы здесь с вами, собственно, наш пилотный выпуск был про падение Берлинской стены и про все вот эти и наши фантастические ощущения 30-летней давности, когда мы за всем этим наблюдали в прямом эфире, и о последствиях, что произошло с Восточной Европой и с миром за прошедшие 30 лет. Это была наша первая большая пилотная программа, можете ее пересмотреть, но как раз сразу после этого, в ноябре уходящего года, я выступил в Братиславе по приглашению бывшего премьера Словакии, моего друга Миколаша Дзуринды, который как раз привел Словакию в Европейский Союз. Вот они с коллегами организуют раз в 10 лет такие мероприятия памяти тех событий бархатных революций ноября 1989 года. Я был очень рад и горд возможности выступить там. Вот даже могу вам показать некоторый небольшой совсем фрагмент, где я благодарю их за все то, что произошло, потому что если бы не антикоммунистические революции в Восточной Европе, то и Россия наверняка еще очень-очень долго не увидела бы свободы. Pleasure to be here, a great honor. Thank you, President Dzurinda, for inviting me. And since this is a commemorative event, I can't help but afford myself a little bit of nostalgia, because in 1989 I was just 17. I just graduated from school and just went to the first grade of the university, and we were absolutely overwhelmed by what happened in Eastern Europe. We thought before that the Soviet regime would last like 100 years. But we saw that happening, and it gave us very strong tailwinds. We saw what happened in Poland, in Germany, in Czechoslovakia, and a bit later in Romania. And we thought, well, if they done it, we could also do it. So the collapse of the Soviet regime and the resolve of the free people of the Soviet Union, which made it happen, actually was strongly helped by the events of the Velvet Revolution and the fall of the Berlin Wall that we are commemorating right now. So I wanted to, using this opportunity, I wanted to thank you for what you did, because it was very important for stimulating us to get rid of the totalitarian communist regime. Обнимашки с диктаторами. Украина – это тоже часть Восточной Европы, а не какой-то там Евразии, как это дело хотел бы представить Путин. Ну и Украина, конечно, преподала фантастический урок всему постсоветскому пространству в уходящем году по поводу того, как можно демократическим путем обеспечивать сменяемость власти. Президентские и парламентские выборы на Украине – это была просто фантастика с точки зрения качества работы демократических институтов, с точки зрения того, что уходящая власть не стала цепляться за свои властные рычаги, а как раз вот сделала то, что она должна сделать в нормальной свободной стране – обеспечить демократический транзит власти. И, конечно, украинские выборы, ну их абсолютно все обсуждали, даже на каждой самой распоследней кухне и в России, и в других постсоветских странах. Мы делали про Украину отдельную передачу, пересмотрите. Но это, конечно, очень впечатляющие кадры. Вот вы их видите на экране, как новый президент Зеленский после инаугурации просто вышел пройтись по улицам Киева и спокойно пообщаться с украинцами. Мы говорили вам о том, что там вот эти пресловутые кардинальные преобразования старой системы и реформы в Украине идут довольно сложно. И, в общем, там есть некое торможение, подозрение в том, что за этим стоят какие-то олигархические интересы, и нет гарантии успеха. Но, тем не менее, украинцы все-таки продолжают бороться за лучшее будущее. Давайте пожелаем им успеха. И очень не хотелось бы, чтобы Украина перешла в такой зависший формат, как некоторые другие страны на бывшем советском пространстве, как Молдова или Грузия, где власти на словах сохраняют проевропейскую риторику, там вроде есть какие-то политические свободы, но реформы встали. Страны не прогрессируют и никуда не движутся, и за этим стоят какие-то темные олигархические интересы, как Бедзин Иванишвили в Грузии или Влад Плохотнюк в Молдове. Очень не хотелось бы, чтобы Украина пошла по этому пути, хотя такой риск есть, и он очень серьезный. И мы здесь честно и открыто об этом говорили. Мы вообще в нашей передаче «Обнимашки с диктаторами» обсуждаем все абсолютно честно и открыто, и не предвзято. Подписывайтесь на наш канал, обязательно донатьте нам на продакшн. Но, тем не менее, вот мы к теме Украины, конечно, будем возвращаться еще очень часто. И главное, чем они нам запомнились в
уходящем году, это, конечно, вот впечатляющим примером нормальной, мирной, демократической передачи власти, то, чего мы хотим, наконец, чтобы появилось в России. И вот у украинцев это есть, добились, надо сказать, это они огромными усилиями, тяжелой борьбой и кровью. Нам только предстоит добиться этого в России. Конечно, мы смотрим на них как на такой яркий и очень заразительный, хороший пример того, как политическая система должна функционировать у нас. Россия. Крайне важно, чтобы мы с вами здесь воспринимали Россию в каком-то глобальном контексте. Потому что у нас очень многие люди, принято так говорить, типа там это что-то за бугром происходит, типа можно посмотреть в качестве там какой-то развлекалочки перед сном, а нам главное то, что вот здесь у нас там в нашей деревне, как там урожай, как там надои и так далее. Это очень неправильный местечковый взгляд на вещи. Нам нужно понимать, что то, что происходит в России, абсолютно вписывается в глобальный контекст. В контекст того, что люди в мире, которые живут в диктатурах, в авторитарных странах, они недовольны этим. Они недовольны тем, что у них отобрали политические права, возможность влиять на то, как власть принимает решения и вообще функционирует. Да. Мы видим, что вот это недовольство авторитарной путинской моделью нарастает в России не по дням, а по часам. И, конечно, вот минувшее бурное политическое лето, оно нам дало очень яркий пример того, что на самом деле Россия может и обязательно в какой-то момент проснется и покажет себя. Как люди в очень многих других странах скажут свое твердое «нет» вот этому продолжающемуся притеснению наших гражданских и политических прав и свобод. Мы это российское «нет» услышали очень громко этим летом. Давайте вот посмотрим небольшие фрагменты об этом. Как вы считаете, можно ли запретить любовь? Можно ли в России запретить любовь? Это наш город! 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 Мы даем избиркому и мэрии Москвы ровно неделю на принятие решения. И дальше либо будут выборы, либо мы придем еще. Россия будет свободной! Россия будет свободной! Россия будет свободной! И я еще раз подчеркну, что здесь очень важно понимать, что Россия здесь абсолютно, вот в этом смысле, Россия абсолютно встроена в глобальный контекст. Путин постоянно пытается вырвать нас из глобального контекста и превратить в какую-то периферию, как говорили когда-то, в верхнюю вольту с ракетами, да, которая на всех щерится, показывает Кузькину мать и все время рассказывает, значит, какую новую ракету мы изобрели, чтобы всех уничтожить. Пока что, к сожалению, вот, мы всем показываем, что вот, физически мы можем уничтожить вот, разве что только себя. К сожалению, я вынужден напомнить вот об этой трагической истории, которая произошла летом с неудачным испытанием вот этой новой суперракеты с ядерным двигателем в Архангельской области. Погибли люди, радиоактивное заражение местности, данные о котором скрывают. Да? То есть вот, демонстрировали всем Кузькину мать, но вот она как-то попала, значит, самим себе по голове. Да? Но вот важно понимать, что Путин пытается вырвать нас из глобального контекста, а наши русские люди не хотят этого. Они хотят жить в нормальной, современной, свободной стране. И Россию возвращают постепенно, не сразу, это будет трудно, но тем не менее вернут Россию в глобальный контекст. Сделают ее нормальной частью цивилизованного, развитого, современного мира. Мы увидели прошлым летом, во время всех этих московских протестов, во время голосования за Сергея Бойко на выборах мэра Новосибирска, во время протестного голосования и поддержки кандидатов умного голосования в других регионах России, мы увидели, что Россия, в общем, давно уже не спит. И она хочет и требует перемен. Я надеюсь, что 2020 год станет каким-то новым шагом в эту сторону. И Путину будет еще сложнее подходить к федеральным парламентским выборам, потому что поддержка его расти не будет. Она будет только падать. Выстроенная мафиозная диктатура всем россиянам надоела. Как это выглядит, мы в уходящем году видели.
И еще раз, это очень четко вписывается в глобальный контекст борьбы за свободу по всему миру. Другая история – это Латинская Америка, прежде всего, конечно же, Венесуэла, где продолжается вот это позиционное противостояние между цепляющимся из последних сил за власть режимом Мадуро и сторонниками свободы и демократии, которые ему противостоят. На самом деле им после очень долгих лет такой тяжелой позиционной борьбы удалось сильно сдвинуться вперед в уходящем году. И Национальная ассамблея Венесуэлы, где это, кстати говоря, легитимно избранный орган, потому что у нас любят опять рассуждать про происходящее в Венесуэле на пропагандистском российском телевидении как какой-то там якобы переворот. Да. На самом деле Национальная ассамблея – это легитимный орган народного представительства, парламент страны, который контролирует оппозиция, которая своего лидера, законно избранного Хуана Гуайдо, избрала переходным президентом Венесуэлы. Вот пока заканчивается, тяжело, сложно, но тем не менее заканчивается демонтаж диктаторского режима Мадуро. Гуайдо не удалось получить всю полноту власти в Венесуэле за минувший год, хотя надо сказать, что там были такие прогнозы, что его сейчас быстро задавят. Мадуро при помощи китайцев и Путина весь контроль над ситуацией себе вернет. Нет, этого не получилось. Особых прорывов, к сожалению, не получилось и у Гуайдо, и сторонников оппозиции. Но, знаете, здесь очень простая история, что чисто политические, социально-экономические дни режима Мадуро сочтены. Они уже не смогут никуда сдвинуть страну, никуда сдвинуть экономику, у них нет для этого рычагов. И даже Путин, в общем, отказался их спасать. Когда Мадуро приезжал в сентябре уходящего года в Москву, то он не получил здесь ни копейки новых денег. Ну, просто Путин смотрит на эту ситуацию реалистично и не верит в то, что его можно спасти. Это хорошая новость. Плохая новость, то, что Мадуро вместе со своей армией, наркомафией, вооруженной до зубов и представителями кубинских спецслужб. Куба – это еще одна автократия в Латинской Америке, которая, к сожалению, имеет очень негативное влияние и традиционно представляет вот эту всю силовую помощь и консультации диктаторским режимам, консультации по выживанию и борьбе против собственного народа. Ну вот весь этот арсенал Мадуро использует для того, чтобы сохранять контроль над страной. Там ситуация в Венесуэле немножко вот так вот зависла. К сожалению, возможно, ее разрешение будет довольно трагическим, но другого пути не видно. Венесуэла, мы увидели в минувшем году, что Венесуэла твердый выбор сделала в пользу демократии, и демонстрации в поддержку режима Мадуро собирают какие-то там крохи просто, какие-то копеечное количество людей. Ну, примерно так же, как вот вы, может, видели потешные запутинские демонстрации, которые устраивают всякие ноты серб, где там собирается 1,5 фрика, чтобы покричать. Вот у Мадуро поддержки не больше. Реально народ Венесуэлы за демократию, за переходное правительство Хуана Гуайдо. Возможно, эта борьба будет тяжелой, и, возможно, в новом году мы увидим там довольно драматические события, но другого пути, кроме свободы, для Венесуэлы нет. Еще один пример борьбы за свободу в Латинской Америке – это вынужденный уход со своего поста Эво Моралеса, еще одного такого левацкого социалистического полудиктатора, лидера популистов в Боливии, который сидел на своем кресле 14 лет и хотел себе нарисовать еще новый срок, сфальсифицировать выборы, но люди вышли на улицу, были массовые протесты, его выгнали. Мы рассказывали вам об этом в нашей передачке о Латинской Америке, но здесь очень важно, что вот весь этот такой неосоциалистический, марксистский проект 21 века в Латинской Америке, Венесуэла, Боливия, Эквадор, где они пытались построить развитой социализм, версия 2.0, такой, новую, какую-то, как они считали, улучшенную копию СССР, все национализировать, частный бизнес загнобить, перераспределять ресурсы руками там, узкой кучки коммунистических вождей, там, раздавать подачки бедным. Эти системы не работают. Они обанкротились в Латинской Америке, и в частности, эта волна смыла к чертовой матери большого друга Владимира Путина, бывшего теперь уже президента Боливии Эво Моралеса. Это хорошая новость. Демократия в Боливии победила, и, в общем, Латинская Америка уверенно, в принципе, движется к тому, чтобы все остальные очаги несвободы, которые там еще существуют,
избавиться, зачистить их и все-таки выйти на путь свободы, путь демократии. Там все непросто. Пересмотрите еще раз наш эфир о Латинской Америке. Но, как говорится, в правильном направлении идете, товарищи. В целом, вот уходящий год был во многом годом хороших новостей. То есть мы увидели довольно много позитива, который часто вот в новостях за всякими текущими тяжелыми событиями многие как-то не замечают. Но, например, вот состоялись абсолютно свободные, идеальные демократические выборы в Европейский парламент, когда вам будут рассказывать, что в Евросоюзе правит никем не избираемая бюрократия, это все полная чушь, мы вам об этом тоже рассказывали. Абсолютно прозрачные, честные, идеальные с точки зрения стандартов выборы в Европейский парламент, где многие предрекали победу вот этим новым эгоистическим, шовинистским, популистским партиям во главе с Марин Ле Пен или Маттео Сальвини. Им прочили чуть ли не вторую по величине фракцию в Европарламенте. Они в итоге с треском это все дело проиграли, оказались лишь пятыми. И сейчас по всей Европе находится в отступлении. Маттео Сальвини, большой друг Путина, вылетел из итальянского правительства и теперь находится в оппозиции. Разрушилась коалиция с участием ультраправых, так называемой партии «Свободы». Вот любят эти националистические ультраправые черти слово «свобода» использовать в названиях своих партий. Не покупайтесь, это абсолютно лживая фишка. Но так вот, они тоже обанкротились, австрийские ультраправые вылетели из правительства, и их лидер Штрахе, его поймали, как он на Ибице с сальными глазками рассуждает о том, что надо взять денежек у русских. Это видео выложили в интернет, ему пришлось уйти в отставку, и теперь австрийские ультраправые фактически находятся в таком коллапсе, и вряд ли когда-то мы их увидим теперь во власти. Таким образом, популизм на европейском континенте, в общем, потерпел очень серьезные потери и вынужденно отступил. Это хорошая новость. Другая хорошая новость – это вот это масштабное климатическое движение международное и в Европе, и на других континентах, когда, несмотря на все наши споры о потеплении климата, здесь важно вот что. Здесь важно, что люди, миллионы людей во всем мире думают о будущем, думают о планете, думают о том, чтобы сохранить нашу окружающую среду, которая является, в общем, главным нашим активом, доставшимся нам от природы. И это очень здорово, что людей беспокоит не какая-то частная сиюминутная выгода и шкурные интересы, а люди стараются мыслить глобально, думать о будущем, беречь природу. Это здорово, мы это глобальное климатическое движение увидели, и это один из признаков того, что вот жизнь происходит не только в этих маленьких национальных квартирках, а есть какие-то общие такие глобальные мировые причины за что-то бороться и чему-то противостоять, которые многих нас объединяют, кто живет в совершенно разных странах. Вот глобальное климатическое движение – это один из таких примеров, и выглядело, конечно, в уходящем году это очень мощно. Не все было так здорово. Конечно, авторитарные лидеры, диктатуры, они еще очень сильны. Не просто сильны, но они пытаются наступать и отвоевывать себе все новое пространство. Главный, конечно, лидер вот этого мирового клуба диктаторов – это Китай, который продолжал укреплять свои позиции в мире в уходящем году и продолжал выстраивать систему тотального контроля за собственными гражданами через постоянную слежку с видеокамерами, с так называемой системой социального кредита. Шаг влево, шаг вправо, там полностью потерял какие-то перспективы на оставшуюся жизнь. Сажал миллионы уйгуров в концлагеря, продолжал захватывать острова в Южно-Китайском море, угрожать Тайваню, подавлять протесты в Гонконге и распространять свое негативное влияние в мире через подкуп политиков и массовые триллионные вливания в другие страны и через инфраструктурные проекты, так называемую помощь в развитии и так далее. То есть глобальное геополитическое влияние Китая на самом деле крепнет. И очень трагическая история в том, что, к сожалению, под это колесо дракона все больше попадает Россия. Туда нас толкает Путин. Вот вы видите сейчас Путина и китайского лидера Си Цзиньпина. Они в декабре открыли новый газопровод «Сила Сибири» из России в Китай. Что это за газопровод?
Это газопровод, который будет продавать наши сибирские ресурсы в Китай за бесценок. Абсолютно без прибыли. Мы недавно подробно говорили об этом в одном из выпусков моей передачки об экономике «Где деньги» на канале Навальный Лайв. И в целом у нас была отдельная передача про Китай, где я подробно говорил о том, что отношения, которые Путин выстраивает с китайцами, это неравные отношения. Глубоко неравные отношения, вассального типа. Где мы играем у Китая роль, к сожалению, мальчика на побегушках. И это очень плохо. Это вот одна из ключевых причин, по которым всем нужно задуматься, осмыслить то, что происходит, и протестовать против путинской диктатуры, которая превращает Россию, по сути дела, в придаток Китая. Мы не должны этого допустить. И в ближайшие годы, когда вы будете определять свою политическую позицию, как вам действовать в разных политических событиях, которые в России будут происходить, всегда помните о том, что, выступая против Путина, вы выступаете против того, чтобы превращать Россию вот в этот китайский придаток, против рабства, в которое Путин нас толкает. Это не шутки, это серьезно. Вы прекрасно знаете уже, как наши ресурсы отдаются в Китай за бесценок. Китайские солдаты уже здесь у нас тысячами приезжают на учения. Китай размещает у наших границ баллистические ракеты. И Путин продолжает все дальше толкать нас в зависимости от этого опасного и тяжелого авторитарного юго-восточного соседа. Нам нужно это остановить. Это одна из причин выступать против путинской диктатуры. Обнимашки с диктаторами. Другая важная история этого года, это, конечно, Brexit и авантюра с совершенно искусственным вырыванием Британии из единого европейского пространства, куда она встраивалась целые 50 лет. У нас была об этом тоже отдельная передача, и я рассказывал вам о том, как в 70-е годы кумир британских консерваторов Мэгги Тэтчер была чемпионкой движения за интеграцию с Европой. Но вот что-то поменялось, и спустя десятилетия британская консервативная партия превратилась черт знает во что. В какой-то там, я не знаю, местечковый филиал нашего нода, который вот, ну, реально толкает вперед эту авантюру, которая приведет Британию просто к тяжелейшим социально-экономическим последствиям, скатыванием Британии в мировую периферию. Да, вот именно так. Это не шутки и не преувеличения. Но вот сейчас в декабре прошли в Британии парламентские выборы, где консервативная партия во главе с Борисом Джонсоном получила очень уверенное большинство, и теперь они все, что хочешь, могут делать. Они совершенно точно теперь вытащат Британию из ЕС. Надеемся на мудрость, прежде всего, европейских политиков, что это пройдет в таком режиме, что удастся каких-то самых катастрофических последствий избежать. Но вот вы видите на экране картинку о том, что британское правительство, само понимая проблемы, готовит многомиллиардный так называемый hardship fund. Фонд на случай, не могу произносить это слово в эфире, но вы его все знаете, это крайне тяжелые последствия из 6 букв. Да. Вот этот hardship fund на всякий случай готовится на случай очень тяжелых последствий выхода из Евросоюза, перебоев с едой и так далее. Почему партия Тори во главе с Джонсоном получила такой уверенный перевес? Вы знаете, им фантастически удалось воспользоваться слабостью и глупостью своих оппонентов. Лейбористской партии во главе с Джереми Корбином, которая толкала Британию в совершенно другого типа авантюру. Она реально хотела ее сделать вот такой социалистической страной. По образцу Чавеса и Мадуро в Венесуэле. Кстати, Корбин очень большой фанат Чавеса и Мадуро, защищает их от нападок лидеров демократического мира. И ну, он, собственно, и предлагал вот программу, очень похожую на то, что Чавес творил. Там масштабнейшая национализация, все перераспределять, бизнес к ногтю там, и так далее. Да? Вот партия консерваторов британских очень удачно у Бориса Джонсона тоже антирейтинг огромный, более 50%. Но они превратили это в такой референдум по Корбину. Типа, вот если не мы, то значит вот будете жить с этими марксистами, и они у вас будут строить развитой социализм. И британцы так вот по всем опросам было видно, что в общем им не нравятся ни те, ни другие. Я вот показывал вам опросы, которые говорили, что и у Джонсона, и у Корбина, у лидеров двух крупнейших британских партий огромный антирейтинг. Но антирейтинг марксиста Корбина все-таки перевесил все. Британия к развитому марксизму, чавесизму
оказалась, в общем, очевидно не готова. Лейбористы получили, по-моему, рекордно низкий результат в истории на британских выборах, всего 200 мест. И, конечно, сейчас у Бориса Джонсона есть колоссальный мандат делать все, что он пожелает в плане Брексита. К сожалению, видимо, мы реально увидим в наступающем году, как Британия выйдет из Евросоюза. Это будет очень плохо для всех. Это новый раскол в демократическом мире, новые барьеры на месте, где раньше было свободное общее пространство, пространство роста, пространство развития. Вместо этого будут возводиться стены, ну хорошо, хоть без колючей проволоки, аллигаторов и ядовитых змей, как предлагал сделать в уходящем году президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. У него он абсолютно зафиксирован вот на этой идее, что на границе с Мексикой надо построить что-то такое, чтобы ни один мексиканец там, значит, не проскочил в виде иммигранта в США. Хотя, на самом деле, во-первых, все знают, что основной поток мигрантов, он идет не через мексиканскую границу, а через порты. И в этом смысле вот эта фетишизация стены с Мексикой, она какая-то такая довольно странная. Тем более, что, кстати, на многих участках там есть. Ну и не сказать, что это какой-то суперэффективный инструмент. Но раз уж мы перешли к Трампу, ну, конечно, вот вещь, о которой вы все спрашиваете, это вот эта вот история с объявлением Конгрессом импичмента американскому президенту. Всего 3-й случай в американской истории, когда импичмент был объявлен. И на самом деле, ну, конечно, есть за что. Конечно, есть за что. То есть Трамп открыто давил на лидера другой страны, президента Украины Владимира Зеленского, с требованием открыть расследование против политического оппонента Трампа, демократа Джо Байдена, угрожая остановить помощь Украине. И через 90 минут после их телефонного звонка между Трампом и Зеленским в июле эта помощь была остановлена. То есть вот впутывать в серьезные международные дела, в поддержку союзника Соединенных Штатов, страны, которая борется за демократию против путинской агрессии, впутывать в это какие-то свои личные внутриполитические разборки, это преступление против американской конституции. И американские конгрессмены, конечно, достаточно мужественно поступили, когда все-таки не стали вот играться в политтехнологии и думать, а что нам сейчас выгодно, невыгодно. Они так вот выходили на трибуну и говорили, ну, президент прямо у всех на глазах совершил очевидное преступление против Конституции. Ну, мы просто обязаны, нас потомки спросят, а что вы сделали, чтобы все это дело предотвратить. И непонятно вот с точки зрения последствий этого решения по импичменту, да, вот их противники, республиканцы, они продвигают такую идею, что типа вот вся страна живет, там, значит, доярки доят, там сталевары выплавляют сталь, а вот какие-то придурки в Вашингтоне занялись этим никому не нужным импичментом. Ну, мы такую вот риторику здесь в России часто слышим, да. Но на самом деле, действительно, политтехнологически тема с импичментом может быть и не самая выигрышная, но она очень правильная, потому что в политике все-таки нужно поступать в соответствии с принципами, а не только конъюнктурой. Конъюнктура важное дело, но должны быть какие-то магистральные принципы, верховенство закона, национальные интересы. И когда вы видите случаи, как этими интересами торгуют ради какой-то частной выгоды, вот как Путин и его дружки в России любят делать, то мы должны помнить, что это государственное преступление. И за это политики должны быть наказаны. Поэтому молодцы демократы, что все-таки пошли на этот шаг и объявили Трампу импичмент. Не думаю, что у этого будет практический результат, потому что Сенат, верхняя палата парламента, которая контролируется республиканской партией, она по-прежнему категорически против того, чтобы импичмент выносить. Это значит, что он технически не состоится. Трамп, видимо, досидит до конца срока. Но, конечно же, эта история, она очень важная, потому что многие американцы проснулись, когда услышали о том, что реально происходит. Больше половины американцев, по последним опросам, импичмент и отрешение Трампа от должности поддерживают. Эти показатели заметно выросли в последние месяцы, когда американцы увидели, от чего он, собственно, натворил. И вообще здесь очень важно сказать вот что в Соединенных Штатах идет такая большая синяя волна. Синяя волна — это
соответствует цвету. У них там основные цвета двух партий, это республиканская красная, а демократы синяя. Да? То есть даже те штаты, вот Кентукки, например, где Трамп выиграл, там, если не ошибаюсь, 30%. Он опередил Клинтон в штате Кентукки в 2016 году на выборах президента. Но вот сейчас в Кентукки в ноябре были губернаторские выборы, где победил кандидат от демократов Энди Бешир. Это не единственный такой случай. Например, в штате Вирджиния сейчас по результатам ноябрьских выборов все две легислатуры и губернаторская власть сейчас находятся в руках демократов. По Америке идет такая мощная синяя волна. Люди понимают, что демократическая партия – это на самом деле единственная такая ответственная мейнстримовая политическая сила на сегодня. А республиканцы превратились, как это помягче. Я, честно говоря, никогда не ожидал, что республиканская партия сможет превратиться в нечто, что ведет себя, по сути дела, как ОПГ. Ни одного голоса против, нельзя критиковать босса. Если ты что-то там недоволен, уходи. Здесь, все у нас в едином порыве и с использованием всяких таких же пропагандистских приемчиков и штучек, как вы у нас по телевидению федеральному можете услышать, отмазывают своего авторитарного вождя. Когда обсуждался импичмент в Конгрессе, они, конечно, дошли до совершенно фантастической истории, когда они начали Трампа, который изменял с порнозвездами своей беременной жене, они его начали сравнивать с Иисусом Христом. По-моему, Иисус Христос таких вещей все-таки не делал. Да? Это, конечно, просто фантастический пример перехода республиканской пропаганды в какое-то новое качество, уже близкое к Путину и Russia Today. Кстати, один из их пропагандистских голов, такой известный ведущий вечернего шоу на Fox News, Такер Карлсон. Это такой чтобы вы понимали, это наш, представьте себе, Соловьев и Дмитрий Киселев в одном флаконе, да? Которые во всем виноваты, либералы, враги, уничтожить, раздавить, гадин. Примерно такое, по вечерам он выдает в эфир самой популярной американской телекомпании, симпатизирующей республиканцам. И он тут выдал. Говорит, а что это, мы в соперничестве России и Украины поддержим Украину? Нафиг нам нужна эта Украина? Да? Путин это классно. Я лично, если бы это от меня зависело, я бы выбрал Путина. Совершенно точно. Полностью. Это отражает все, что происходит сейчас в американской политике. Республиканская партия голосует за Путина. Мы это видели в их поведении в отношении всей истории между Трампом и Зеленским, остановкой помощи, которая стала предметом для импичмента. Там санкции не санкции, а когда доходит до решающего голосования, республиканцы всегда кладут что-то, что вредит Путину, под сукно. Потому что они ведут себя как такая организованная группировка. И вы, наверное, слышали, что они приняли под конец года закон о санкциях против Северного потока, нашего газопровода. Сейчас тоже будут этим махать, что мы сильнее, чем Обама, вводим санкции против русских. На самом деле они дали его достроить. Практически до самого конца. Там осталось реально чуть-чуть совсем. И только под конец ввели эти санкции. Скорее всего, «Газпром» Северный поток достроит. Но, к сожалению, это очень жалко смотреть на то, во что республиканская партия превратилась. Посмотрим, что будет с выборами. Многие говорят, что экономика США находится в хорошем состоянии, а обычно президенты, у которых с экономикой все хорошо, они выборы не проигрывают. Но я согласен с нобелевским лауреатом, известным экономистом Полом Кругманом, который как раз говорит, что эта последняя демократическая волна во многих даже красных республиканских штатах США, она говорит о том, что экономический детерминизм, как экономика, так и выборы пройдут, да, он теряет свой вес. И что все-таки многие американцы хотят голосовать за какую-то ответственную политическую силу, которая будет стоять на страже демократической государственности, то, за что мы все знаем и любим Америку, а не пытаться превратить ее в очередную какую-то такую мафиозную версию лайт примерно того, что мы имеем здесь в России. Посмотрим. Выборы 2020 года в Штатах будут, конечно, самым ярким сюжетом политическим. Мы будем к этому постоянно возвращаться. И сейчас вкратце подведем некоторые итоги. Итак, краткие итоги. Демократия дает сдачи и наносит ответный удар. То есть
многолетнее наступление авторитаризма и популизма, оно в уходящем году получило очень серьезный ответ. Люди во многих странах мира миллионами выходили на улицы, ходили на выборы и голосовали против авторитарных политиков и популистов. И это, конечно, очень хорошо. Очень здорово, что Россия себя так ярко проявила, как важная часть этой глобальной демократической волны требований свободы. Это было только начало, товарищ Путин, мы вам еще покажем. Но вообще я хочу сказать, что вот главный вопрос, мы с вами почти час говорили о международных итогах года, и вот как-то все время повисает вопрос в воздухе, а где в этом всем Россия? Вам же очень любят по телевизору рассказывать, что Россия встала с колен, играет какое-то глобальное геополитическое влияние, там огромное сегодня и так далее. А так вот, если реально посмотреть на то, что в мире происходит, России-то нету. Просто нету. В мировом рейтинге глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума мы на 43-м месте. В индексе человеческого развития Организации Объединенных Наций, которая учитывает там развитие образования, здравоохранения, уровень неравенства, вообще качество жизни, мы на 49-м месте в мире. Вот такие вот наши позиции. По там самым разным критериям качества жизни, развития социальных институтов мы где-то болтаемся там часто рядом со странами Африки. Где мы всплываем в новостях? Угрожаем кому-то ракетами. В Сирии вместе с преступным режимом Башара Асада там разбомбили очередной госпиталь. Прикрывали применение Асадом химического оружия. Войска ливийского генерала Халифа Хафтара, которого поддерживает Путин, штурмуют законное правительство в Триполи. Путин обнимается с Си Цзиньпином и запродал ему наш сибирский газ по бесприбыльной цене. Китаю выгодно, нам нет. Вот в таких сюжетах мы всплываем в новостях. По телеку вам, конечно, расскажут, что это очень круто, и это вот означает какое-то наше геополитическое величие, но люди-то на это так в мире не смотрят. Отношение в мире к Путину и к России очень скептическое, тревожное, тяжелое. Нас все больше людей воспринимают как не просто врагов, но и ни у кого нет иллюзий, что Россия при Путине это очень отсталая страна. Я вот вам конкретные наши позиции в различных международных рейтингах назвал. Очень отсталая страна. Мы большая, но, к сожалению, вот так как Путин Россию построил, большая, но бестолковая. И приносим всем, в общем, несем только угрозу, ракеты, бомбы, химическое оружие. И нас, вот как говорят, там был Советский Союз, там нас все уважали. Нас не уважали, нас боялись. Потому что кто знает, куда мы свои танки введем в следующий раз. Вот, к сожалению, мы вернулись в это состояние, это ужасно. Это очень плохо. Я не хочу видеть Россию такой. И уверен, что многие из вас тоже не хотят. Мы обязательно изменим нашу страну к лучшему. И будем двигаться вот в соответствии с этими глобальными трендами, на то, чтобы думать о будущем, строить прекрасную Россию будущего, участвовать в каких-то глобальных процессах демократизации, объединения рынков, борьбы за окружающую среду и против изменения климата. Мы обязательно к этому придем, но для этого нам надо решить свои политические проблемы дома, здесь у нас в России, и, наконец, избавиться от диктатуры. Я надеюсь, что следующий год станет очередным новым серьезным этапом в этой борьбе. Уверен, что все мы в итоге победим. Россия будет свободной. 2020 наступающий год нас хоть немножко к этому приблизит. Ну и поздравляю вас всех с наступающим Новым годом. Мои самые лучшие пожелания. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Донатьте нам на продакшн всех этих наших эфиров. Смотрите «Обнимашки с диктаторами». Наверное, лучшую передачку о международной политике в российском YouTube. Это был Владимир Милов. Еще раз с Новым годом. Обнимашки с диктаторами.